вообще захватило. Друзья, всем привет! У нас зима в полном разгаре, скоро Новый год, а я веду подготовку к следующему сезону открытой воды. Приобрел я себе на Алиэкспрессе вот такую коробочку под приманки и наполнил ее копиями известных воблеров. Копии здесь у меня представлены от производителя Bear King и несколько экземпляров от All Blue. Преимущественно это все крупные воблеры от 110 и выше. Но вначале хотелось бы сказать несколько слов о самой коробке. Коробка достаточно интересная, она двухсторонняя, имеет 14 посадочных мест, по 7 с каждой стороны. Габариты посадочного места 17 см длина и 3 см ширина. В общем-то может вместить в себя любой воблер. Единственное, у меня каната только сюда не влезла. Имеются 4 достаточно крепких застежки. Крышки сделаны из пластика полупрозрачного, что позволяет видеть свои приманки и не обязательно их открывать. В крышках, кроме этого, сделаны вентиляционные отверстия. Сбоку у коробки есть дополнительная резиновая ручка. Габариты коробки достаточно универсальные. Она влезет в любую сумку спиннингиста. Итак, погнали. Первый воблер — это широко известный Balisong 130 модель. Но вернее это его копия от Bear King. Качество воблера, как всегда, у Bear King на высоте. Фурнитура классная, крючки острые, крепкие, но не перекаленные. Петли проливать не нужно, они стоят и так в отдельных камерах, но и кроме этого они дополнительно пролиты. Покрасочка интересная, я взял такую под натуралку. Вообще у Bear King практически на всех воблерах очень широкий ряд раскрасок. Можно найти на любой вкус. Единственный, наверное, минус у этого воблера — это то, что он заявлен как суспендер. На спине так и написано SP, но на самом деле он всплывающий. Не могу сказать, что для меня это минус, поскольку в принципе это воблер под определенные условия. Я часто ловлю по траве, поэтому мне он даже всплывающий более подходит. Но имейте в виду, что он не суспендер. Еще один очень интересный воблер — это копия Jungle Cat 140 от Bear King. Воблер имеет определенный дисбаланс, у него очень длинное тело 14 см и маленькая лопатка, что предполагает игру на очень широких рывках. Воблер шумовой, внутри имеет 3 шара, которые перекатываются, что в общем-то и исполняет систему дальнего заброса. Еще один очень интересный воблер — это копия Megabass X120. Имеет вытянутую узкую форму, небольшую лопатку. Видно, что воблер деликатный, заточен под ловлю пассивного хищника. Выбрал я такую расцветку необычную, у меня такой никогда не было. Что интересно, Bear King на своих воблерах прямо на спине пишет, копией чего является данная реплика. А это копия знаменитой Варуны 110 от Bear King. Это идеальный суспендер. В общем-то, знаменитый воблер в особом представлении не нуждается. Я взял ее в такой интересной желтенькой расцветке с красной спинкой. Данная расцветка очень круто в нашем регионе ловит. А это настоящий хит от Bear King, копия широко известной OSP Rudra.
Ну, всем известно, что оригинал очень уловистый. Копия сделана очень близко к оригиналу. Взял я ее в такой арбузной расцветке. Как показала практика предыдущих сезонов, данный цвет очень уловистый. Внутри сделана шикарная система дальнего заброса. Слышно, как перемещается крупногабаритный груз. Вот. Кроме этого, я взял еще расцветку под натуралку с такими красивыми голографическими переливами. А это у нас Re-Ranger 130, обладает нейтральной плавучестью, внешне копия стопроцентная, внутри организована магнитная система дальнего заброса, кроме этого обладает шикарной фурнитурой. А теперь давайте посмотрим на воблеры с другой стороны. На некоторые из них уже есть детальные обзоры на канале, кому интересно, можете посмотреть. Это у нас шикарная копия орбита 130 от All Blue. Этот воблер у меня не новый, я им уже ловил, играет он шикарно, поклевки на него есть, в общем могу прям смело рекомендовать его. Фурнитура здесь тоже очень классная. Что мне нравится у All Blue, они на больших воблерах пишут снизу свое название воблера, его размер, вес и заглубление. Очень молодцы, что они так делают. На рыбалке никогда не нужно вспоминать эти данные. Это копия Итошайнера 115. Это идеальный суспендер. Воблер тоже у меня не новый, я им уже ловил. Воблер 100% рабочий. Ну, качество, как всегда, на высоте. Фурнитура тоже хорошая. В общем, могу рекомендовать. А это копия на всем известный Max Squad 115 от All Blue. All Blue, кстати, на свежих воблерах своих на спине пишет свой бренд. Очень классный воблер. Играет очень хорошо. Обладает отличным роллингом. Игра очень такая хаотичная, красивая. Рыскает из стороны в сторону. В общем, по игре один из самых лучших. Тоже могу рекомендовать. А это копия One Ten. Воблер один из первых, купленный у Bear King, но до сих пор у меня не разловленный. Все дело в том, что в основном я ловлю на отмелях, в общем-то на небольших глубинах, а это глубинный воблер, и половить не особо негде им. Поэтому у меня пока лежит и ждет своего часа в коробке. Но так, по качеству воблер очень даже. Фурнитура, ну как всегда, у Bear King придраться вообще не к чему. А вот этот воблер просто бомба. Это у нас копия орбита 110 от Bear King. В общем, работает на ура. Уже просто выкосил столько щуки. Воблер имеет магнитную систему дальнего заброса. Это можно даже заметить по прилипающим тройникам к корпусу. Летает очень прилично на дальние расстояния. Ну и игра вообще выше всяких похвал. Щуке очень нравится. Данный конкретный экземпляр имеет небольшой дефект. Он треснул по спине. В общем-то корпус разошелся от удара об лед. Как-то его закинул очень круто. Вот. Но он не потек, и на игре это никак не сказалось. Так что, в общем, играет как новый. Поймал этот экземпляр массу трофеев. Самая крупная щука, пойманная на него, была на 5200. Этой осенью тоже я парочку трофеев взял. Там на 3600 было, на 3. В общем, крупной щуке данный воблер очень нравится. В связи с такой шикарной уловистостью я заказал еще пару копий себе.
взял вот такой интересный воблер уже популярной расцветки Might Tiger. Вот, новенький, красивенький. Еще ни одна щука его не попробовала на зуб. Еще не плавал. Вот. Кроме этого взял еще в такой расцветке под натуралочку с голографическими переливами. В нашей местности такая расцветка очень круто выстреливает. В общем, буду в следующем сезоне пробовать. На этом у меня все. Кому понравился обзор, ставьте лайки. У кого остались вопросы, добро пожаловать в комментарии. Ссылочки на воблера и на коробку я прикреплю под видео. Всем счастливо, всем пока! Блин, задний тройник только зацепилась. Под лодку. Не заходи под лодку. Просто меня прет, посмотрите какая. На орбит 110, прям ох, садила.